Если у вас еще нет ОТП-карты, сейчас отличный повод для того, чтобы ее оформить. Новым клиентам можно получить 1000 бонусных рублей. Для этого достаточно оформить карту и выполнить простые условия. Оформляем ОТП-карту по ссылке в описании, совершаем покупки на сумму от 5000 рублей и готово. Бонусные рубли уже на вашей карте. Ну а дальше больше. Выбирай каждый месяц 4 любимые категории из 11 доступных и получай кэшбэк до 10% бонусными рублями. Кроме того, с ОТП-картой доступны валютные переводы за границу и оплата зарубежных сервисов, например, Apple ID. А еще бесплатный выпуск, обслуживание и доставка. Плюс бесплатный платежный стикер. Ссылка будет в описании. Оформляйте карту, получайте 1000 бонусных рублей и пользуйтесь кэшбэком уже с первых покупок. Доброе утро, отец. Доброе. Да ладно, он не такой тяжелый. Я чуть-чуть собрал тачку, я имею в виду по вещам. Сейчас мы повезем ее на автовоз. И все, стартуем из Ростова, как и планировали. Холодный запуск будешь снимать? Буду, а ты будешь сразу уезжать со двора? Или... Ну пока не могу, вот ждем, когда газель отъедет. А что, он типа задом не сдаст, что ли? Нет, он в магазин отошел, сейчас придет. Я думал, он пошутил. Он реально сел в газель и ее отгоняет. А, нет, толкает. Базару нет, вот отец дает, блин. Блин, сам столкнул, сам такие двери ему выломал, там столбик. Не, а тот стоит, смотрит, блин, я один толкаю, блин. This is my song, and no one. Чисто сложили в шкаф ее как будто. Да ну его нафиг, я не могу, для меня это просто, отойди, для меня это нервный срыв. Ну да. Особенно эти палочки по ним, когда они хрустят и втыкаются в короб, я не знаю, это ужас. Блин, надо губу переклеить. Уже вся пленка пооблазила. Ну все, валим в Москву. And I wonder if you know what it means to laugh as tears go by. Ну что, братья, я уже... Мне осталось ехать 3 часа до Москвы. Я решил поехать на поезде. Мне повезло, я один в купе, точнее в СВ. Флекс. Тут еще и кормят. Базару нет. Но, блин, я, наверное, все-таки не поездной чувак. Во-первых, я тут впритык. Во-вторых, он несется пипец, трясет люто, спать невозможно. Но я вроде кое-как поспал. И всего он едет из Ростова 15 часов. И это самый быстрый из всех, что есть. В Москве должен встретить меня Климка. Посмотрим, на чем он меня встретит. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger. Я, по-моему, ни разу в Москву не приезжал на поезде, не помню такого. Но перед тем, как я вышел из поезда, кое-что произошло. Ну, я считаю, это круто. Многие, возможно, не поймут, что в этом такого. Сейчас покажу. Мне кажется, это очень нишево. Внимание. Базару нет. Толя Зарубин подписался на ваше обновление в Инстаграме. Значит, мы все-таки на правильном пути. Ну что, все. Москва, братья. 3 вокзала. Помню, вот здесь забирал свою М2 из Казани, когда я ее только купил.
Я ее в Казани поставил на поезд и отправил в Москву. Тогда это стоило 16 тысяч рублей. А сейчас я сам доехал до Москвы дороже на поезде. Принимай, брат. Давай. Прям сверху? Да, кидай. Все, закрой. Да. Здорово, Климка. А что зеркала нет? Я хотел в зеркало увеличить тебя, а там ничего нет. Это жарко у вас тут. 27 пишут. Что ты кушать хочешь? Ну, процентов на 55. А вы хотите кушать? Я честно нет. Я да. А куда мы едем? Ну вот пока просто еду. А, дела у вас нет, да? Нет. Это хорошо. Ну что, все. Неизменный X4. Вот что ты продал М3CS? Расскажи. Так получилось. Ну не, расскажи, что. Ну, честно, на самом деле было просто... Я ей даже не пользовался объективно как машиной. Потому что мне было супер жалко. А что покупал тогда? Покупал. А знаешь, хотелось очень. Потому что у меня когда была давно М3, мне очень понравилась эта машина. Я очень хотел М3, очень долго искал. И вот выскочила, типа, целая машина с небольшим пробегом. Еще и CS. И я такой, блин, ну мне она нужна. А когда купил, понял, что мне на ней жалко ездить. Потому что она вся целая, такая девочкой. Ну, не мог ей пользоваться, я не знаю, не мог. ей Есть пользоваться. это так называемая музейная боль, когда у тебя машина редкая, новая, и ты с вот этим борешься, страдаешь. Короче, я тебя понимаю, я такой же. Мне тоже жалко. Но я заставляю себя, понял? Ну, вот сейчас зато, которая есть, вот машина, мне, ну, типа, не жалко ей пользоваться. Это М3. Те же яйца, только в профиль на самом деле. Ну это да. И она full Glorious, не знаю, мне очень нравится. Ну что, двойка. С приездом нас в Москву. Снова мы здесь. Пока что в гостях у Климки. С Наташей, с Мотей, с Ману. Всей банды. А там посмотрим, куда нас дальше закинет. Ману, здорово. А где М3? А вас не слышно. М3 где-то там на диагностике. Мотя, кто пришел? Здорово, Мотя. Ты помнишь меня? Все, залив. Здорово. Ты что-то такой загорелый? Ты вообще из югов, что Ну, ли? я вообще-то в Африке был. За рулем Офигеть, он М3. стоит уже. Так он уже давно стоит, ты что? Ну, сам стоит. Так, ну что, вы ели? Чуть-чуть. Шаурму хотите? Климкин сын. У нас новый день. Московский воздух. Летний. Летом в Москве кайф, пацаны. Что по планам? Надо разобрать М2 вещи, достать. Я взял там с собой химию, чтобы чуть почистить руль, ну так чуть расчесать его, а то он чуть-чуть уже замялся. И всем советую, у кого Алькантара, не то, что ее хотя бы чистить, хотя бы расчесывать, чтобы она не залипала в одном положении, чуть ее вычесывать. Вот Клим, мой друг. Всем привет. Вот так он выглядит. Вот Климана новая машина, вот такой дорестик он собрал, аккуратный. 14 год. 15-й. 15 год, полный дорез, даже не переходник, на хромах, на дорест оптики. Новый Рик. Были черные. Была ксенон оптика, поставил адаптив флэт. Были жабры черные, поставил им хромчик. Да, но единственное, что тормоза ты поставил Тормоза. большие от... М2 Competition. ну да, Тормоза, да, ну типа в них и никогда и не было таких. не было, да, Да, только есть. маленький. Подвеска стоит. КВВР 3. M-Performance. Так, когда вы вообще последний раз видели дорест оптику на М3, пацаны? Мне кажется, это пипец. Уже редкость. И из-за этого Климка и собрал так. Да. Потому что Вообще она смотрится была- прикольно. Она была на рест оптики задней. Хочешь объясню, почему именно бесила? Почему? Смотри, спереди, когда ты включаешь поворотник, на рестайлинге у тебя мыргает вот тут ресница. Да, А в дористе именно боковая, да. это как она правильно? Часть. Ну, боковая часть, да, фары. Ну, Соответственно, у тебя только сбоку вот так мыргает. Когда у тебя сзади рест, у тебя тоже полоска, как и на морде должно быть. да. То есть, типа, полоса сзади, полоса спереди. Ну, а Я сейчас у вот тебя ехал, лампочки. Я включаю поворотник, и я понимаю, что у меня с одной стороны спереди секция боковая мыргает, а сзади целиком. И мне это бесило жестко. Блин, ну Ну, ты типа, же это никогда я одновременно пони- не увидишь. Ну да, но в голове меня это прям бесило, а теперь вот бок и бок, как должно быть. Хром насадки, сток выхлоп, спорткаты. И бутмод зашил, да.
Хорош. Короче, очень хорошая, аккуратная тачка получилась. Такое комбо теперь семейное у ребят. И Mola Red, и Sunset Orange. Это же Sunset? Сахир. Сахир Orange. Клим говорит, что это эмочный цвет, я говорю, что нет. Сахир эмочный. Нет. Сансет не эмочный, а Сахир Нифига. эмочный. Welcome back to class, bitch. Grab onto your glasses. I'll mutually leave it even niggas in past tense. Style is patent, the measures is drastic. Either that or they 4-4. Some call them fantastic. She call me fantastic. I call her a fat bitch. Still kill a pussy. Put the cat in the casket. The funeral service was fucking worthless, so I said a couple words and it didn't know her, but I'm confirming it's your shirt, gurgle dick. The odd nigga with a spoon in your denim was as hungry as a cannibal, trapped in a van of cantaloupes. Блин, против света не видно, но почистил. Не сильно грязный был, потому что в перчатках гоняю. Блин, как его показать, не понимаю. Развернулся, что ли? Опа. Неожиданно. Прям распушилась алькантара, и на ней даже можно что-то рисовать. Это прикольно. Ой, неплохой. Целый еще? Смотри. Знаешь, куда пойдет? Реально заберешь? Да. Собирай. В красную шляпу. Ковш он мне, кстати, тоже почистил. Матовая кожа. Фильтр, смотрите, какой стоит пацан. Ну и что? А что не так, скажи? Ну это мажористо как-то слишком. Базара нет. Хочешь, я подарю? Не. Я вон на булушном покатаюсь. Ладно, пацаны, ладно, все, не будем сильно томить. У нас тут на районе за углом кое-что еще припрятано. Но это уже будет в следующем выпуске. Но мы сейчас чуть-чуть затравим. Как покажем? Ну как-то надо же беспалевно, типа. Беспалевно, блин, не получится. Можно Ладно. такую легкую перебивочку вот так вот. Через вот справа вот кустики. Так вот легкий фонарик, чтобы было видно. Вот так вот с кустиков. Подожди. Оп. Видно? Видно. Скажем так, что это, честно, это разрыв трусиков. Да. Согласен, вот Такой М2 не было. не было. Это разносит. Вообще М2 только у нас были. Да. Но вот тогда это и зимой было супер круто. Да. Но сейчас это Вообще, разрыв, да. братик, То есть, разрыв. это, ну, короче. Мы еще такие стикеры ебучие подготовили. Какие? Бомбовые стикеры. Бомбовые, еще вот, подготовили. да. Бомбовые стикеры. Их будет не как в тот раз 3 на выбор. Еще больше выбора Еще будет, больше да. выбора. Там Больше мы разнообразия, чтобы вообще на любой подзаморочились вкус. еще больше с ними, чем в тот раз, на самом деле. Там прям крутые стикеры будут. Как все уже поняли, что происходит. Блин, так кайф ее показать. Она еще такая грязная стоит, пыльная после дождя. Ну, в общем, со следующего эпизода мы запускаем старт продаж стикеров way2m2.tu, получается. Вот, и так же, как и зимой, кому-то отдадим М2, только уже конфетишн. Мне кажется, хватит. Наверное, да. Короче, все в следующем эпизоде. Получается, в 126-м. Ждите. Готовьтесь. Так, пацанва, московские будни продолжаются. Я выехал, поеду в Бруклендс, поздороваться с Илюхой. Он там сегодня снимает выпуск с Овечкиным. Я хоть увижу легенду моего детства и вообще легенду хоккея. Сомневаюсь, что получится с ним пообщаться, потому что я супер стесняюсь. Плюс, я думаю, Илюхе не так просто далась эта возможность. И как-то, короче, мешать не особо хочется. Вот. И хочу оставить у ребят в детейлинге машину, чтобы они ее помыли, почистили в салоне. Вчера я залил эпизод 124 с нестандартным началом. Подобного вообще никогда не было на канале и, надеюсь, больше никогда не будет. Я не знаю, зачем я это сделал, зачем я это залил. Но я в шоке от того вообще, какой фидбэк, сколько людей мне пишут, сколько людей вообще узнали себя в этой ситуации, которая произошла у меня, и много ребят, кто
рассказывал мне свои какие-то истории, ну, в смысле, не из друзей. И друзья все офигели тоже, и меня поддержали. Хотя мне как-то казалось, что, не знаю, многие напишут, типа, ты что тут сопли развел? Ну, в целом, я думаю, многие так подумали. Все равно приятно, что никто не осудил и ничего такого не сказал. Поэтому хотел сказать всем огромное спасибо, кто писал, кто поддерживал. Хотя я не ради этого это все выставил, не ради какой-то там провокации или поддержки, или там, чтобы вызвать жалость, я это говорил. Просто вот, какой был этап в жизни, так я и показал. Так я и говорил, что хочется больше какого-то такого лайва показывать с разных сторон, не только с хороших. Но, надеюсь, плохих ситуаций будет меньше или вообще не будет. Но я в шоке. Всем вообще, всех обнял, с каждым бы пообщался, с каждым бы обсудил это все. Это круто. Еще из новостей. Завтра утром я еду сдавать биометрию на визу в Европу. И если все получится, то в сентябре, ну или осенью, я поеду в Германию на Нюрбургринг и что-нибудь сниму там. Потому что у меня есть с кем поснимать. Но также, если кто-то есть в Европе, в районе Германии, Нюрбургринга, на каких-то интересных тачках, тоже пишите в комменты. Может, получится что-то прикольное снять. Я никогда не был в Европе вообще. Вообще мало где был. Но в Европе не был. Поэтому такой первый раз должен быть особенный. И по-любому хочется все эти моменты запечатлеть и показать в эпизодах. Короче, такие новости. Клим в городе на своей новой Акии старой F80. Да. Газует, кайфует. Кайфует. Пробег летит. Скорости шелестят. Пробег не летит, мы ездим очень мало. Проставки вот. Проставки, болты длинные. Мы едем на тюнинг, да? На тюнинг попробуем. Мы едем на тюнинг. Готовиться к дрифту. Да, попробуем на своей шкуре сошки на F-серию. Да, сошки, которые дают чуть больше. Блин, как это называется? Ну, короче, по сути, выворота. Чуть-чуть больше дают, что руль у тебя еще сильнее проваливается. И это пипец как чувствуется, когда ты едешь в угле на хороших ходах. Ну, и в целом, я думаю, я не супер дрифтер, я там на каких-то больших скоростях не еду боком. Для меня больше это актуально, типа сейф момент немножко. Ну да, типа, да, но если тебе ты дает вот как бы... едешь, а у тебя морда у отбойника, я вот это всегда переживаю, чтобы морду не дать. Я так, типа, хоп, чуть довернул, ну и засейвишь, типа, морду. Да, короче, сейчас покажем, как это вообще выглядит, эти сошки. Вот приехали к Лёхе. Выглядят они вот так вот. Тут еще что-то. А, тут типа и сошка, и наконечник, да, меняется? Вот. Вот что. Видно. Здесь уже сошки поставили. Вот теперь чекаем. Ну, визуально... Оно еще довернется. Есть разница? Ну, есть, но визуально не сильно. Леха говорит, типа, тронуться вперед, направить. Да. Но это все надо, конечно, тестить, пацаны, так. Да, это жесть. О, вот сейчас, Макс. Да, это жесть. Разница есть. Вот так вот. Лех, можешь показать, что мы делаем и что куда кого прикручиваем, что меняем? Оно смещает тягу чуть туда, ближе к кулаку. И чем добавляет больше выворота. Все выпало. А это мы куда вставляем? Заместо наконечника. А, нифига себе. Да. Теперь у тебя будет наконечник на шее. Все, теперь понятно. Плюс-минус. Блин, я еще хотел морду сделать чуть пониже, но почему-то на F-серии вот есть такая беда, да? Что белую крутили. И у нее справа еще остается ход резьбы. То есть правую сторону можно еще чуть ниже уронить. А левую нет, да. Левую у нас уже практически в упоре. Тут чуть осталось резьбы, но, естественно, уже это не будем убирать вниз. Но по-другому, к сожалению, никак. Спустя 10 минут все готово. Ну, короче, вот, да, по факту у нас просто новый наконечник. И вот это сама по себе сошка, которая с переносом типа. И все. Ничего волшебного на самом деле.
Технически что увеличилось или что поменялось? Это вот клёк еще разочек. Сошка сдвинулась, рулевая тяга больше может выходить и колес больше. Просто ход руля, короче, Ну, увеличивается. Все. Точнее, за поворот руля колеса больше уворачиваются. А, ее еще настроить можно или что это? Ну, просто схождение регулируется вот это наконечник. Схождение регулируется так же с тягой. Все зафиксировали. На сход развал дальше, да? Сейчас исход развал. Все. В этом эпизоде мы вместе с Климкой хотим показать одну машину, точнее даже один проект, который, мне кажется, единственный в мире. Ну, по крайней мере, в интернете я таких не видел. Климка, правда, опаздывает, но сейчас должен подъехать. Мы в Москве. Район называется Гальяново. Всем здравствуйте. Здорово. Мы в Гальяново, Да, я тут первый раз. и здесь начинаются приключения. Будем снимать гальяновский вайб. Я живу на этом районе вот всю жизнь. Так. У меня очень много интересных вещей происходит под окнами, потому что я живу на 14 этаже, и у меня всегда здесь движуха. Раньше эта парковка была платной, теперь она бесплатная, и народ решил, задвигаться. Самая лучшая, худшая мойка на районе, на которой можно уничтожить свой автомобиль. Тут вообще, если по району прокатиться, тут офигеешь, на самом деле, сколько всего интересного. Гаражи у меня там вдалеке есть, но их сносят, к сожалению, в скором времени. Сегодня мы для вас снимаем Номера с переднего бампера. номера с переднего бампера. Перед нами прекрасный экземпляр М3 Touring. Единственный в России, может быть, в мире, на механике с гидроручником. Я его типа под дрифт собрал, я типа дрифтер. Ну, короче, хотелось мне собрать что-то интересное. Вроде получилось, а вроде не особо. В общем, в этом выпуске мы узнаем, едет ли это боком и круто ли получилось. Но все говорят, не ликвидно, не делай этого. Я сделал. Я думал, сделать не сделал, сделать не сделал, взял, сделал. Взял, сделал. Правильно. Как-то так. Ну ладно, запускаю, выгони ее хоть это. Так, классические звуки, когда едешь задом и у тебя трет локер. Я не знаю, что особо на камеру говорить. Мы не профессиональные блогеры, будем показывать Не, вам ну просто, как есть. просто лайв, просто движуху, просто тачку, куда-нибудь поедем, что-нибудь посуетим. Тут же выпуски такие, жизнь просто. Да, жизнь. Вот жизнь в Гальяново. Не, ну неплохая жизнь у тебя. Не, Ты не как бы тут чуть-чуть выделяешься даже. Я тут очень сильно выделяюсь, и народ спрашивает, а ты не стремаешься, типа, тут тачку ставить? Кстати, хороший вопрос. Да, у меня вот гараж был, но, к сожалению, больше не будет. Да не, вообще я мечтаю отсюда уехать. Я как этот, помнишь, пингвин, который... Да, из- да, из да, да, фильма. да. Коди это, Да, Коди то. да, Коди это, Коди то, Коди... Дайте мне просто быть пацаном. Первый вопрос. Она на сошках? Да. А. Сошки вот только придумали. Есть ребята AERF делают сошки, есть еще один подписчик у меня, Андрюха делает. Он разработал свою партию, говорит, я никому продавать ничего не буду, не хочу, это чисто тебе, вот покатайся. AERF чуваки делают вроде уже полный комплект сошки, но особо их никто не тестировал. Все побаиваются на джекузов ставить сошки, вроде все работает, все заебись, я с покрышками играюсь. Потому что подкрылки чуть-чуть трет, но все работает, все рулится. Винты BC Racing у нас есть. Вайсман сделал очень крутые колеса. На Да, самом очень деле. красивые. Очень красивые, но проблемы с резиной, потому что здесь должны стоять квадратные Ну да. покрышки, крутые такие кольцевые, но я поставил узкие, потому что я катаюсь по бомжу, дрифчу на 245-х колесах, как бы смешно это не было, зато дешево. 7-8 тысяч за колесо и дрифтишь, шибата как бы, спереди тоже шибата поставил. Там какая-то гоночная кольцевая супердержаковая, тут какая-то попроще. С 300-м трейдвером, чтобы типа дымило и легко ехала. Потому что она на самом деле машина тяжелая. Универсал, карбоновой крыши нет. И не бывает, да. Потяжеленная. Да. Единственное в мире Да я не по знаю. двум причинам. Первое, это механика. Вроде есть в Германии, вроде ребята собирали на механике. Не знаю, дрифтовых нет, я не видел. Да, но и второе, турингов не бывает Не существует на механике. в заднем приводе. И на механике, и на заднем приводе не существует. Да, не А существует. заводы-изготовители решили сделать только полный привод. Да. А-ля универсал, универсальная машина. Этот экспонат
свапнуты с другой М3. С обычного седана, эти ковши оттуда, механическая коробка передач оттуда, передний подрамник оттуда, всю раздатку, все полностью перекинули. Все, в принципе, не кастомное, все заводское, как оно должно быть. Просто взяли с седана, перекинули на универсал. С универсала перекинули на седан. И все встало без проблем. Все встало без проблем. Единственное, что не было дырки в туннеле, только выштамповка была. Ее надо было вырезать, дырочку. В остальном все завод. На отдельном контуре на вторых суппортах делали поляки. Круто сделали, его можно открутить, зайти с той стороны. Давай. Вот так сделать. Так. Вот это вообще топ. И убрать. Это вообще кайф. И все. У тебя только мех. И все, у тебя сток машина. Ну да. Ну, типа. По салону. Так-то да, без колхоза. Вот ковши тоже переставляли, ковшей не было. Ковши что-то дико дорогие. Очень круто, что они попали в цвет моему салону, белому. Потому что найти такие и купить это что-то 1 000 000 рублей, это супер дико дорого. Я собирал среди знакомых какие-то детали. Кто-то вот мне привозил товарищ ручник. В общем, по кусочкам по всему миру собрали крутую тачку. Сцепление у меня отъехало стоковое, сразу я поставил керамику. Но круто получилось. Все рулится, все едет, все как бы М3 на механике круто. Потому что F, ладно, там на роботе. Да. Ты знаешь, что это такое. А на автомате, ну такое. Да, согласен. И полный привод. Джиха на механике это другая машина. Да. И полный привод. У меня вырывало руль, типа ты едешь, у тебя аж вырывает морду от крутящего. Мне не нравится полный привод. BMW должна быть заднеприводная. Жопа крутит, морда рулит. Так, сейчас вселенная где-то хлопнет. Внимание. Это вот эти спайдермены. Да. Ты Клим, нет, ты Клим. Ты Клим, да нет, ты Клим. А ты у Гальянова был когда-нибудь? Нет. Вот добро пожаловать. Но я, по-моему, помню, у тебя какой-то был М4, когда ты купил, ты его тупого снимал. Да, тут снимал, еще тогда платная парковка была, теперь нам сделали бесплатно, у них отжали парковку. Это все было, они люди сдавали парковку, которая не принадлежала им 20 лет. Нормально все? Гальянова, брать. Гальянова. Просто где-то там денежка кому-то отлетала. Вот это дрифт-спот мой домашний. Сейчас его починят до конца. Ага. Да. Я тут кататься не могу, потому что меня лабаш пробьют, а так все гоняют. Я что предлагаю? Что-то перекусить, может, вы не хотите? У меня еще бензина мало. Where to? I mean, we can, but I don't know. Success you wanna go, success you wanna leave. I said I do too, baby, where you wanna be? She said with me, wherever I go, I'm just what she need, but she know how I do. She know I write songs, but all they for her, she know I stay down. Брат, да ты у нас в Ростове плюс-минус такие же районы. Сейчас я тебе покажу своих подписчиков. Значит, вот так просто подъезжаешь к дому и начинаешь смотреть аппараты. Туда мы сейчас подъедем. Иш какой-то, ладно, хуй с ним. Вольвуха бомбовская, вообще просто пушка. А это все ездит или это все Я не мертвое знаю, стоит? они просто вот там живу спрятали корч какой-то, короче. Ага. Вот зимний корч. У меня Ждет тут как на треке. Дальше мопед, бля, я не знаю, как его еще не украли, он уже вот так неделю стоит. 39-очка, 34-очка. Да. Бомбочка. Вот. И здесь пацаны что-то все время ремонтируют. На этой парковке места все время нет, все время все в говне, в масле, но у них тут просто вот. Вот это мы съезжаем на паддек. Ага, да. Вот это паддек. Полная мощность недоступна. Из-за топлива? Из-за бензина, да. Короче, тачка на самом деле супер умная. Защита от дебилов, чтобы на пустом баке ты не надувал машину, чтобы ты не убил ее детонацией. Сдувает, не дает надуваться. Крутая машина в плане того, что она все за тебя знает. Но в то же время, вот, блядь, даже вот этот монитор, вот это вот, как меня это все раздражает. Почему нельзя оставить крутилочки, пожалуйста? Оставили только музычку, крутилочку. Новая школа автомобилей, вот это вот. Вот я с папой разговаривал, кстати, говорю, почему везде мониторы пихают? Он говорит, прикинь, завод-изготовителя каждую кнопочку создать, сделать проводочек, подключить к коншине. Тут в телеке ты типа все, зашил туда ПО и поехал. Так и есть. Но мне не нравится. Я отвлекаюсь на экран. Были пару случаев, что я вот тыкаю себе. Да, согласен. Мне не нравится. Конечно, BMW, слава богу, остались BMW. Мотор крутой, коробку передач механику делают, все рулится, тюнячки есть. Это, я даже не знаю. Вот меня расстроило только BMW то, что они гибриды начали делать. И мне интересно, новые М3 что будет? Тоже гибрид? Походу, да. Но что-то не очень хочется такого. Ну, спасибо, что не full электро вообще, да. А то есть и такой варик. Не, Full Electro это не М, типа, а просто трешка, да?
заправиться, чтобы у нас была полная мощность. Я буду до Талова ездить на каких-то интересных тачках. Я еще в детстве смотрел Топ Гир и кайфовал с того, что Джереми Кларксон ездит на интересных тачках, и я хочу так же, и нахуй мне это не надо, обычные эти машины какие-то. Хочется поездить, но пока они существуют, мы родились в тот момент, и мы существуем в тот момент, пока есть крутые машины, пока есть Mercedes, BMW, немцы, AMG, пока есть V8 существует еще, не гибридные, пока есть роботы, пока есть механические коробки передач. Старые американцы почему-то еще никто не дошел. Ну не старые американцы, прикиньте, вот почему у нас никто не собирает корвет какой-нибудь. BMW дофига стало, Эмок дофига стало, хотя вот когда 3 года назад я мечтал об М4, это первая моя BMW, столько их не было, либо я их столько не замечал, либо я в этой тусовке не был. Сейчас для меня у каждого М3, М4, М5, М8 там и так далее. Я покупал ее за 12,7, и весь все вот это то, что я собрал, стоило мне 1 000 000 рублей. То есть 13,7 она вышла. Вряд ли она за 13,7 продастся. 12,7 хотя бы то же самое, что я купил, вернуть. Она висит на вторую, но вряд ли она, я думаю, долго будет продаваться. Суть в том, что я постоянно вот собираю себе какой-либо интересный автомобиль, и мне он интересен, пока он проект. Как вот с М4 было, не так интересно дойти до М4, как интересен путь. И мне вот этот путь, сборки вот этого всего, механика, ручник, покататься, первые видосы, получить эмоцию, я как будто быстрый дофамин получаю от этого, и мне становится дальше неинтересно. Хочется еще что-то собрать. А так как у меня все бабки в одной машине, нет возможности купить их несколько. У тебя тоже, наверное, такая фигня, что ты бы хотел себе гараж. Ну, конечно. Из 5 штук. Очень хочется, но для того, чтобы идти дальше, надо постоянно продавать, идти дальше. Кто вообще не знает, у меня были Жиги, потом Марк 2 8 лет, потом я за 3 года собрал себе на М4, наконец-таки. М4 у меня была тоже 3 года, я ее тоже собирал с робота на механику, на вывороте. Мы снимали там несколько выпусков назад, прошлым летом, желтая М4. Да. И еще вот после 3 лет покатушек на М4 на Джишку пересел. Путь прошел интересный, но понимаю, что в этой Джишке 2-3 интересных автомобиля по цене. Это так-то 13 миллионов рублей, можно 2-3 тачки интересные. А что бы ты хотел? Корвет. Так. Ну, какой-то старый, типа... Старый корвет C6. C6, да. C6, но он нужен Z06, они очень дорогие. Дорогие. Поджоп. У меня нету поджопа, это единственный автомобиль, это большой косяк, потому что каждый день на этом охреневаешь просто. И жалко, и пробег намотывать не хочется, и кайфа не получаешь постоянно, когда на одном и том же есть. 30 лет в этом году крузака бы хотелось, либо LX 570 какого-нибудь, просто чтобы был. Неубиваемую Toyota. И хочется найти 2-3 интересных тачки, одна дрифтовая, одна поджопная, одна вот какая-то классическая. Конечно, классический Porsche, но это куча денег. Это прям гараж мечты какой-то. А что скажешь про GT3? GT3, встречался я тут с одним человечком, у которого GT3 RS. Ё-моё. Понравилось? Да. Но это косо. GT3 RS у меня мозг не воспринимает вообще, что это возможно купить. У меня какой-то стоп стоит, что это невозможно купить. Это 40 миллионов рублей. И это нереально. GT3 просто, окей, 20-22 миллиона, как будто бы можно, надо много поработать, и это реально, не знаю, надо прошить себя или придумать, как заработать $1 000 000. Пока не придумал. Дойдем. 100%. Когда-нибудь, как это, вера творит чудеса. Дойдем точно, вопрос только времени. Согласен. Хороший кузов. She was sick of that shit. Ripping this bitch. 29392. Outside here in this bitch. I'm picking this bitch. Them all her friend around me. That shit look good as my bitch. Need 2 of them shits. Don't need no niggas around me, but I'm dash, so it come with
with this shit, having fun with this shit. Off D30s, I'm a demon, I can't see my mom off this bitch. Keep calling this bitch. I already know it's over, my ego keep calling this bitch. Her all in this shit. I just keep getting high, my stomach hate all of this shit. Her all in this shit. You can tell her everything. Так, у нас перерыв. Гонки гонками, но надо похавать. Так, Клим? Да? Так, Клим? Да. Ой, можно я желание загадаю? Можно. Это 3 раз. Что? Что не сбудется. Это ж не я сказал. Все сбудется, нахуй. Я Всё тоже так сбудется. думаю. Все сбудется, если вы будете смотреть, подписываться на телеграм-канал, следить за телеграм-каналом, покупать стикеры, что еще для счастья нужно, согласен? Дай бог, брат, дай бог. Это самый счастливый заправщик в Москве. Я однажды приехал сюда. Он меня очень порадовал, потому что он всем здесь настроение поднимал. Всем вообще. Я ему сказал начинать вести инсту. Все хорошо. Максимально рад. Вот, пожалуйста, сюда. Вот это встреча. Приветствую. Ну, я думал, Здрасте, на какой здрасте. же объектив это все снимается. Просто шикарно, дорогой. Да как дела тут? Да, спасибо. Ты уже стал инстаграм-блогером? Ну, потихонечку пока. Но я понял, что лучше делать на качество, а не на количество. Конечно. Поэтому пока будем продолжить, дорогой. Еще раз руку легендарную. Блин, так приятно, дорогой. Просто. Прикинь, заработать заправщиком и быть самым счастливым заправщиком. Столько редкий кузов это Да, вообще. да, это да. очень Так что редкий. на Бутырскую 8 приезжайте, Михаил. Расскажи, пожалуйста, про данный автомобиль. Михаил хорошо разбирается. Ну, не Блин, но в этом клубе универсал это вообще нереально крутой. Да, да, нереальный универсал, да, Михаил? Ну, по А на характеристикам механике? тоже отлично. Очень. На механике. Михаил, обязательно следи Михаил. за курсом Клима Сазонова. Шикарно. Это самый приятнейший из блогеров. А ты снимающих автомобили. Виталика-то Козлова знаешь? Виталика? Виталика Козлова знаешь? Ну, так, чтобы прям лично нет. Виталик. Нормально. О, Виталий, приятно познакомиться. Нормально сказал, да. Что происходит? Приветствую. Я так не знаю. Лично не знаю. Теперь лично знаком с Виталием Козловым. Супер, дорогой. Подписывайтесь на Климова Сазонова и, самое главное, Виталика Козлова. Виталий Козлов отлично снимает. Вообще отлично. Спасибо. Он большой молодец. А на механике, Михаил, вот А видел я Да много не, очень. просто мне нравится. Он все равно не 3 раза на второй, бля. Да, 4-й раз. Михаил, на механике, Михаил. Механика. Это да ну нахуй. Еще и на механике, прикинь. Ужас. Не, ужас, он в хорошем Вот смысле это имел. да. А вот это Это вот. просто вообще, Какая да, красота. нужно. Теперь премногоуважаемый Клим Сазонов будет нашим постоянным клиентом. Берите пример с Клима Сазонова, обязательно приезжайте к нам за лучшим сотом. Ну ты самый счастливый человек, который я знаю. Да, у меня уже даже улыбка не сходит. Ладно, пойду пока пистолеты поснимаю. Это очень Ну круто. просто на приколе. Ну, надо Красава. так, да. У меня даже татуировка есть. Знаешь, состояние формирует события. Это может быть странно для людей со стороны, тут надо думать. Но внутреннее состояние на самом деле влияет на события в твоей жизни. 100%. Будешь в хуевом состоянии, будет все хуево. Будешь счастливым, Да. хорошим, с верой, с пониманием, куда ты идешь, со счастьем на душе каким-то, и все у тебя будет хорошо, все само складываться начинает. Так, ну что ж, приступаем, дорогой. К лучшему сотку Евро 5. Ну что ж, дорогой, настал этот чудесный момент, наконец. Вот тоже попрошу подписаться на Клима Сазонова, пожалуйста, дорогой. На лучшего блуса. Все, заканчиваем. Хорош. Дорогой, 3-й номер. Мне кажется, ты можешь оформить где-то 1 000 000 подписчиков. Вот так, если каждому, кто на заправку будет заезжать, будет говорить и на Инстаграм показывать, ты, по-моему, можешь оформить. Только надо, чтобы ты свой показывал. Да, не Клима Сазонов. Клима Сазонова? Не надо Да. Клима Сазонов. Клим Сазонов сам по себе справится. Или ты говоришь, что ты Клим Сазонов? Так, ну что, мы нашли соты. Бля, ну за 4 дня целых 30 подписчиков получилось сделать, поэтому без вопросов. Что-что? Ну за целых 4 дня у меня получилось 30 подписчиков сделать. В таким Инстаграме? образом. Ну да, это А покажи свой Инстаграм. Ой, дорогой, блин. Из телефона? Давай на я моем. забыл, да. Так, пацаны, надо будет подписаться, поддержать. Не, ну для меня это действительно волнительный момент с такими людьми хорошими встретиться. Да, вот он, пожалуйста, но здесь пока только 3 40 ролика. уже. О, дорогой, уже 40, да, новинка, между прочим, да?
Так, ну здесь, пожалуйста, вот 1600 просмотров, 840, тут 223. Ну все. Ну здесь очень интересные тоже ролики. Ты там что-то рассказывал? Да, я тут рассказывал, да. Ну, о моментах о том, как правильно обслуживать клиентов, тоже очень интересные ролики. Прикольно. Я рекомендую. Да, всем, кто в сфере обслуживания работает, настоятельно рекомендую посмотреть. Блин, потому что- молодец, подпишусь. Да, и те, кто приезжает, ой, спасибо, очень приятно. И те, кто приезжает, у меня есть своя визитка персональная. То есть как она работает? Вы сканируете QR-код, вы по нему переходите, и там есть персональная ссылка на Инстаграм-канал. Ага. Ну и помимо этого можно оценить качество сервиса. Тоже очень удобно. И чаевые оставить. Мне сказали на кассу, что снимать нельзя. Правда? Нельзя. Ну да, как здесь такой великолепный человек, Нет, то однозначно нет. в индивидуальном порядке можно. Там есть одна женщина очень злая. Все, ладно, мы не снимаем. Ну это дорогое очень частое явление здесь. Ну запрещает, но здесь такое. Брат, ну вот ты простой пацан с района, с обычного спального района Москвы. Плюс-минус, наверное, так же, как я с Ростова. Вот Мы все из деревни, мы ехали, обсуждали, я просто из деревни Гальянова. мог ли представить тот Клим, который был там в 12, в 10 лет у себя на районе, что он будет, живя там же на районе, владеть единственным в мире турингом в таком вот, На в такой самом комплектации? деле верил, на самом деле верил, вера творит чудеса. Не представлял, как это будет, но точно верил в то, что что-то будет, и я добьюсь. Не всякими грязными чернухами, какими-то темами. Очень сильно хотелось, а если чего-то очень сильно хочется, ну, дожал. Да. А это косяк в том, что это почти все бабки. Вот в чем косяк. Так нельзя, конечно, делать. Я с финансами так, знаешь, 50% финансов ты можешь потратить на машину, но не 80%. Поэтому я, видишь, езжу не на все бабки, все-таки так с головой. А так, пиздюком бы не поверил, но вера творит чудеса, да. Ну, ты гордишься, что ты когда-то ездил и ковырял жиги, и многие тебя знают именно с тех времен. Наверное. А сейчас ты такой вот БМВшник, эмошник. Ну, горжусь. Да я не знаю, я стесняюсь. Очень мне хотелось собрать что-то того, чего нету, как всегда, выделиться, там, самый крутой же. Но Получилось. это круто, круто. Это, и все говорят то, что вау, туринг, типа, офигеть, ты собрал. Да на самом деле, ну, в нем нет ничего прям такого серьезного-то. Никаких кастомных решений нет. Просто пересобрали из двух машин винты, ну, красивые колесики. Просто со вкусом подошел, как бы хотел. Я представлял в голове, как это будет. И из-за цвета я ее купил, что она яркая. К сожалению, мы подводим к тому, что эта машина в продаже. Ну, будет. Ну, она как бы и сейчас в продаже. Если я уверен, что я ее буду продавать долго, что нужен человек, который продолжит вот этот путь, которому по кайфу механика, ручник, который должен понимать, что это идеалка вообще, которую никогда не красили, и с ней все хорошо. Блин, круто, что кто-то самовыражается, как, например, я, через эпизоды, через какие-то видосы, через подбор музыки, а кто-то рукастый, шаристый человек, который прошел большой путь с «Жигулями» и создал, и как бы добрался до такой возможности, что можно крутить вот такие машины, и он сам все это крутит, все делает, и это очень круто. И по-своему самовыражается через сборку вот таких вот экземпляров, которые, ну, реально единицы в мире. Это очень круто и очень красиво. Она что, уже снимает? Она уже снимает? Все, пока, ребята. Спасибо, что были с нами. Давайте, удачи вам, счастья, здоровья. Будьте здоровы, самое главное. Я надеюсь, что эта камера выживет. Сейчас я просто примерно на глаз. Дедушка, пятачок, да? Да, вот так. Короче, только сегодня хотел показать, что вот в такой комнате живу у Климки. Знаете, что произошло? Он продал кровать. Я продал кровать. Теперь вот все вот разобрано, вот запчасти от нее лежат. Вот.
Класс. Гостеприимство. Будет еще лучше. Надеюсь. Подожди, а сегодня я как посплю? Ну, мы его вернем обратно, просто все это отсюда вытащить и матрас обратно. А, просто на матрасе. А потом мы завтра отдадим его. В общем, раз хлам, ну как хлам, вещи. 2, там, короче, 3. Это грязные, кстати. А чем тебе помочь-то? Матрас отсюда надо вытащить. Ну, давай вытащим. И туда его вверх. Короче, из вещей я взял на самом деле очень много своих вещей. 2 больших чемодана. Не взял только зимние вещи. Это я к тому, что пока что в Ростов мы не планируем. Да, брат? Пока точно, да. Пока точно, да. Ты и тумбочки продал? И эту. Реально? Да. Пипец. Надо все достать с них. Ману, ну ты как вообще? Ты как? Кайфуешь? Ну все. Теперь точно как будто только в Москву переехал. Со всеми вещами. На матрасе, без мебели. Как есть, братья. Как есть.